Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за змею Арис, будем сегодня расслабляться в командных боях на имбе, но перед этим ознакомимся с тем, что у нас там разработчики публиковали. Ну, во-первых, они опубликовали вот эту акцию феромона в ящиках, то есть в изумрудном, легендарном и черном ящике у вас есть шанс выбить феромоны, ну, абсолютно бесплатно, если у вас эти ящики есть где-то завалялись там или еще где-то, но так как эти ящики достаточно сложно достать, ну, это уже не бесплатно, начинаем с этого, да, и... Сегодня вот вчера, да, все вчера было. В общем, вчера еще разрабы объявили то, что Рави Павлинчика можно достать из сундуков. Поэтому, как говорится, 7,3% шанс вперед открывать сундуки, заодно залутать и феромоны, наверное. Ну и еще в личных сообщениях здесь разрабы вот какую-то штуку накинули. Help us makes. Ну, в общем, сделать зубы лучше. Я так понимаю, нужно будет ответить на опросник. И можете сейчас прям забирать гемы и не отвечать на какой-нибудь опросник, но можно ответить. Я подумаю, может отвечу, но пока что вот такие вот дела. Ну, и вроде бы на этом все. Наверное, я решил все-таки открыть один изумрудный ящик, да. Один изумрудный ящик я решил открыть, потому что у меня на него скидочка, вот видите, по премиум пропуску, да. Поэтому давайте это сделаем. Просто ящик на предметы, конечно, сейчас золотой лихорадки нет, ничего такого нет, но... Ну, хочется мне посмотреть на этот шанс. Разработчики написали в той акции, что шанс на выпадение феромонов, ну, чем выше редкость ящика, тем он тоже выше. Поэтому давайте испытаем удачу одним ящиком все-таки. И посмотрим, что же получится. Ну и погнали. 720 монеток. Ой, как не лагает зубы, как не лагает. Ой, аж тяжко. И ничего. Вот такие вот удачливые у меня ящики. Ну, что поделать. Зато немножко предметов получили. О, 6 канистр гелия на кенгуру моле. Прекрасно. Прекрасно, да, ребятки? Да. Это... О, косточки, смотрите. Раз, два. Сандали свет, халат. Клонский нос. Трубка. Просто 10 из 10 полезных предметов, как всегда. Ладно. Погнали, в общем, в бои. Разваливать, развлекаться. Чего затягивать? Я, честно скажу, ребятки, это уже третий бой, который я пытаюсь записать. У меня просто такая дичь происходит. Ну вот примерно то, что вы сейчас увидели на экране. Вот это у меня и происходит, если вкратце. Ну, слов просто нет. Ну, давайте сейчас попробуем затащить. Как бы мне просто слов нету по поводу того рандома. Вроде думаешь, баланс завезли, а его нет на самом деле. Нету баланса. Джейд с трубкой, как бы, вот весь баланс. В скобочках, конечно же. Я, конечно, пытаюсь сейчас что-то сделать. У нас сейчас кенгуру залетел. Так, ну мы тут как-то бахаем, более-менее. Льва шотнули. Аптечку сейчас заберем. Все, у нас хорошо. У нас есть две аптечки, у нас есть... какой-никакой лут, и мне сейчас просто нужно кидать гранату и как можно больше противников задамажить этой гранатой, и тогда все будет хорошо. И самому не подставляться, опять же, лучше не подставляться, тогда будет прям отлично, эпично. Так, дробовика вот хорошего прям очень не хватает. Это серьезная ошибочка. Так, ну тут мне нужно сейчас держать дистанцию, потому что я быканул слишком. Но вот тут у меня есть баг хороший, который может меня подсейвить. Опять же, хилиться уже нечем, на самом деле. Так, хамелеон убиваем, этих убиваем. Никса главное сейчас добить, он очень жесткий. Ну, Никса мы тоже добиваем, в принципе. Так, сейчас лутанемся здесь. Нам повезло, там какой-то с другой команды чувачок нам пришел, помог. Я просто побахаю там сейчас по ним гранаткой. Обидно, что мы потеряли какого-то из наших союзников. Но он сам виноват. Зачем было отходить от сквада и как бы лезть не пойми куда. Опять же, у меня тут более-менее адекватные остальные остались, поэтому что-то сейчас мы будем мутить. В принципе, нам нужно просто перерезать противника. Чё, Генрусик, не туда побежал, да? Бывает. Как тебе мой первобытный инстинкт с замедлением, а? Нравится? Нравится. Видали, какой бы шустрый Генри был, да? Так, ну залутаемся сейчас. Красивенько. Наверное, не будем отдавать Генри в лапки фламингосика. Так, ну можно залутать сейчас фламинго. Ему не уйти, там как бы мои гранаты, они везде сущие. Там, блин, золотой дробовик. Давай, Никс, бери. Хорош, красавчик. Просто, ну, захотелось золотой дробовик очень сильно. Вы понимаете, это дело такое. Ну, повезло в этот раз, мы попали в замес 4 сквада, но выжили в нем и победили. Вот такие вот дела, ребятки. Вот такая непростая ситуация у нас возникает. Опять же, непонятно, где скрылся последний противник, он только что тут был. Вроде бы он с кустов не вышел, но как-то... Не знаю, что произошло, но в общем он скрылся. Шустрый. Ну ничего, мы его найдем. У нас там Никс сыщик, наверное. Он его точно найдет. Но может просто чел в бочке сидит, и поэтому его сложно найти.
Ну, мы это узнаем скоро. Он все равно никуда не денется, вот просто момент, то, что он прячется, это очень, конечно, интересно. Очень. Нашли? Не? Не нашли. Зато я нашел. Конечно, в этот он угол прибежал, куда же еще он мог прибежать. Но вот такая победа. Чё, змея, как бы не имба, да? Не имба. Не, ну на самом деле классный персонаж змея. Очень классный. Побольше бы было таких персонажей в игре, игра бы была идеальна. Все имбы, да? И было бы все прекрасно. Вот эти вот бонусы всякие. Ну, блин, за такую цену покупать сундуки ради феромонов, это, конечно, капец. Я, кстати, видел уже феромоны в игре. Ну, на нашем сервере официальном. Такая имба. Вот, представь себе, примерно то же самое, что вы видели на моих видео. Вот практически ничем не отличается. То есть радиус как минимум такой же будет. А это самое важное, что было на самом деле. Возможно, перезарядка дольше, этого я не знаю. Но, как говорится, затестим, когда они у меня появятся. Потому что я с шансом очень высоким знаю, что они у меня появятся. Поэтому такие дела. У нас тут легендарный бот, 4 бота в запасные. Сквад, который против нас только сверху. Я считаю, мы тут должны успеть быстренько все затащить. Так, сразу залутаем золотое копье, чтобы было. И можно отправиться за легендарным ботом. И у меня обрывается, не знаю, соединение или сам сервер обрывался. Ну, ай, как же всегда все вовремя. Ладно, сейчас загружусь, когда все появится. Итак, ребятки, я загрузился, я не знаю, что это было, но легендарный дроп мне не достался. Обидно, конечно. Ну, такие вот дела есть. Ну, хорошо, что хотя бы не умер, хорошо, что мы еще живые. Конечно, легендарный дропчик хотелось бы. Очень хотелось бы. Ну, ничего. У нас есть возможность здесь затащить. А как он застанил? А, вот смотрите, феромоны, видите? Вот, видите, какие нимбовые, просто лютейшая имба. Просто лютейшая. Блин, зря я, наверное, похилился. Но я думаю, что... А, у нас там черепах еще было. Ну вот, вы видите, просто лев взял феромоны. Ну, тут, наверное, больше от безысходности он их взял, потому что у льва просто не было вариантов. Вот видите, это жесткое замедление на Айрис, это, конечно, имба. Лютая имба за счет... Вот сделали персонажа просто имбовым. И все, и нагибаешь, ходишь, и все дела. И можешь себе позволить что угодно. Просто из-за того, что это персонаж имба. Жесть, да? Просто позволяешь себе что хочешь. Так, ну бахаем здесь, бахаем сюда. Бахаем так, бахаем автоатакой. Опять же активно. О, смотри, сейчас красиво будет. На, по змеюке попал. Правда, отражение сработало. Обидно, конечно, немножко, но такое. Бахаем по бобру, не даем ему залутать аптечку. Так, бахаем сюда. Опять же, бахаем по бобру, еще раз бахаем. Вот видите, вот для этого активная навыка нужен. То есть, в такие моменты чисто дожать. Вот чисто дожать, там, доконтролить. Бака у нас что-то в зоне торчит, надо бы ему помочь на всякий случай. Мало ли, может, его тут задушат. Потому что могло такое быть, поэтому... Просто не хотелось его отдавать, он, кстати, у нас хороший вроде был. Кнопочки нажимал, поэтому, так и быть, будем спасать. Ну, что я могу сказать? Вот такой вот изи-бой, очередной. Ну, для змеи тут все бои изи, потому что... Мне кажется, пассивка все-таки работает напрямую. Вот у змеи это ядовитая вот эта штучка, и она как бы уничтожает именно вне зависимости от твоего уровня. То есть это, я думаю, и за счет этого она слишком имбовой становится. Но я этого не знаю, и никто этого не знает. Это скрытый параметр, который разработчики не показывают, если я не ошибаюсь, конечно. Поэтому такие дела. Ищем противника, который сидит, скорее всего, вот в этих вот верхних кустах. С шансом 150 миллионов процентов, да? Или в этой бочке. Непонятно. Непонятно, где сидит последний противник. Может, здесь за текстурой, кстати, сидеть. Ну, я тут пробахал, вроде тут никого не было. Ох уж эти... А, кстати, там хамелеон может быть, да? А нет, там Никс был. И в зоне умер. Вот. Лишь бы не отдавать кит. Вот понимаете, насколько они неадекватные? Вот. Сидят весь бой в этой бочке своей прекрасной. Команде не помогают. И это, причем они играют в командных боях. Ладно, еще соло бои, фиг с ними, да? Там каждый сам себя. Но в командных боях не помогать своей команде. И потом они еще умирают в зоне, чтобы не отдавать килл. Вот настолько эти игроки плохие. Ну, там есть другие слова интересные, которые можно их назвать, но не будем, да? Мы же культурные, мы же им будем на змею Айрис. Ну, почти, я пытался. Я пытался. Хорош, Камилюш, хорош. Так, давайте золотаем бота. Золотаем гранатку. Там есть гранатка хорошая. Вот тут еще один ботик. Блин, хотелось бы мне, конечно, сначала... Я не успею, да? Ну, хоть дробовик успел золотать, а то я боялся, что они его сейчас золотают быстро, и я, ну, пролечу с дробовиком. Но более-менее получилось нормально. Сейчас, как вы заметили, у меня сквад не самый сильный. По сути, вот хамелеон есть адекватный, и в остальных я не очень уверен. Ну, посмотрим, посмотрим.
Опять же, посмотрим. Вот Никс 13, я думаю, тоже адекватно, хотя с ботинком. Скорости ему не хватает, понимаете? Не хватает скорости на Никсе, да. Слишком медленный персонаж, да. Очень медленный. У меня просто нет слов. Ладно, у нас Камелеон что-то быкует, куда-то бежит. Давайте пока за ним побежим. Мне просто его надо прикрывать. Так, пока что держим дистанцию. Это основная моя задача. Не врываться, когда это не надо. Так, держать дистанцию и красиво бах. Красивая гранатка, Змею Айрис тащит все бои. 10 из 10, как говорится. Так, ну там этот упрыгнул, герой. Не знаю, кому его будем догонять. Ну, в общем, противники от нас разбежались. Это, конечно, не очень интересно, но что поделать. Придется как-то выживать с этим. О, кто-то прибежал к нам все-таки. Кто-то нас еще не боится. Блин, я, конечно, красиво в гранату прыгаю. Мастерство, не пропьешь. Камелеон у нас опять что-то ищет, не может. Непонятно, что он там ищет. Очень странный, непонятный Камелеон. Ну, как говорится, непонятно, что в голове. Непонятно. Держат ребятки тут достаточно... Вот видели, что-то мне попало? Что попало, непонятно тоже. Непонятно Камелеон, непонятно, что попадает. Ой, ладно. Просто бахаем. Противники к нам боятся подойти, ну, змея как бы... Попробуй подойти под змею, а? Даже я бы не рискнул подходить под змею. Баг, правда, рискнул. Быканул, как говорится. Да блин, чего не... Вот, я думал, сейчас бобер зайдет сюда. На тебе. Думал, не достану. Ага, сейчас. Я думал, бобер зайдет там через, ну, окно будет бахать. Думал, сейчас его через окно пробахнет. Тут пошел бака резать. Резкий, дерзкий бобер. На тебе, в ответочку. Не ожидал, наверное, Никс, что я такой жесткий буду. Ну как, он мог не ожидать, даже 15 змея. Непонятный Никс, непонятными ожиданиями. Ну, в общем, какой-то опять же непонятный бой происходит. Все непонятно, но очень интересно. Ладно, давайте затащим. О, легендарная гранатка. О, отдайте, отдайте. Гады, не отдали мне легендарную гранатку. Видели, да? Это ж насколько нужно быть жадным, чтобы легендарную гранатку змее 15 не дать. Ох уж эти Никсы. Я так хотел побахать красивенько. Там такой радиус. У меня, кстати, радиус не максимальный на змее находится на данный момент. Ты чё? Видали, кстати, он без анимации даже попал. Ой-ой-ой, какие они тут жесткие все. Надо аккуратнее, потому что аптечки закончились. Просто. Надо аккуратнее себя вести, и будет все хорошо. Ну, тут у них нет шансов вообще никаких. Конечно, тут бык ворвался у нас. Ну, условный бык, да? По поведению на... Как ее? На Джейд. Так, закидываем пока что гранатки. Хилимся, бахаем. Тоже еще один гений ворвался у нас на кенгуру, конечно. Это очень правильный врыв был. Я дождусь последней аптечки, потому что не хочу рисковать. Баков тем более надо дожимать. Он тоже вроде не самый слабенький. Хоть я уже и могу себе позволить дожать его спокойно. Ну, вот мы и дожались. Ух. Змея, конечно, это прекрасно. Видали, Никс бочки сидела? И второй... Они там вдвоем бочки сидели. Опять прекрасные сокомандники, которые прекрасным образом сидят в бочках до последнего. Ай, какие же игроки, в общем, в нашей игре. И это, кстати, рейтинг еще почти 1200. То есть, скорее всего, почти с шансом 100%, урон в боях не учитывается в параметре балансировки. Почему? Потому что вот эти Никсы в бочках, как они могли попасть в этот рейтинг, в этот баланс, в эту катку, если у них, ну, если они сидят в бочке, они не дамажат. То есть, правильно, балансировщик этот параметр не учитывает. Вот такие вот непростые вычисления, точнее, простые вычисления мы делаем. А на этом все, ребятки. Вот такая вот Змея Айрис, вот такой вот прекрасный нагиб. В общем, не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.